Спасибо большое, что к нам сегодня присоединились. Как мы и договаривались, первое, что мы сделаем перед тем, как перейдем к дискуссии, к вопросам-ответам, это мой вопрос к зрителям. Кто сегодня смотрел эту картину впервые? Поднимите, пожалуйста, руки. Супер, спасибо огромное. Ну, как мы и ожидали, большинство сегодня действительно видело фильм впервые, это здорово. Да, это приятно. Первый вопрос, который хочется задать после такого фильма, и в этом смысле очень здорово, что у нас сегодня, как сказать, тоже такое дистанционное присутствие, такое НЛО, дискуссия после показа. Первый вопрос, откуда вообще это все взялось? Что это? Да, вопрос, вы вот таким образом поставили, что в него можно вложить огромное количество самой разной информации. Если откуда взялся фильм или откуда вообще все взялось, начиная с меня. И поскольку мы с вами перед этим говорили, что хорошо бы это все зрителям рассказать, я постараюсь настолько коротко, насколько возможно. В общем, родился и вырос я в Москве. Всегда хотел быть режиссером, но, насколько я помню, лет с 8 занимался этим делом. Пытался снимать кино и ставить спектакли. Потом, значит, выяснилось, что в стране антисемитизма с фамилией Цукерман в ВГИК не берут. Тогда я поступил в МИСИ, в строительный институт. Одна из причин была, что такое же образование имел Эйзенштейн. Ну, были 60-е годы, началось движение, было хрущевское время, началось движение так называемого кинолюбительства. И мы с моим другом Андреем Герасимовым сняли первый короткометражный любительский игровой фильм под названием «Верю весне». Андрей сейчас профессор в режиссерских курсов, был одно время даже ректором этого учреждения. Значит, мы достали 35-миллиметровую камеру, и, в общем-то, я был режиссером и сценаристом, Андрей оператором. Мы сняли этот фильм. Фильм получил первый приз на Всесоюзном фестивале любительских фильмов, еще на каком-то фестивале в Канаде, и был выпущен в прокат. В общем-то, это был первый случай такой, и тогда мы, конечно, этого не понимали. Сейчас я понял, что все это называлось любительским кино, но был это в действительности первый независимый от киноиндустрии независимый фильм, поскольку фильм был на 35 миллиметров. Чтобы посылать его на конкурсы любительские, его переводили на 16 миллиметров, поскольку, в общем-то, в России любительских 16-миллиметровых камер тогда еще не было, они не существовали просто. Ну вот, потом, значит, мы оба поступили, я, Андрей, во ВГИК. Ну, поскольку мы были с высшим образованием, нас взяли в мастерскую учебного фильма, так называемую, то есть преподавал нам Лев Кулешов режиссуру, по-моему, человек, который вообще создал всю стратегию и методику обучения кино. Он учил и Пудовкина, и Эйзенштейна. Я очень горд этим. Ну, когда Кулешов нас очень полюбил, хотел нас выпустить в художественное кино, ему ответили, что мы брали людей с образованием, на которых дважды потратили деньги, чтобы они снимали о науке. А мы не позволим снимать художественное кино. И таким образом я был распределен на студию «Центр Ночь-фильм», где снимал фильмы смешанного жанра, мы тогда такой придумали, где все было соединено вместе. И в одном из своих фильмов даже играл две роли Смоктуновский. В общем, фильмы были не совсем учебные, не совсем научно-популярные. А потом, в 1973 году, я эмигрировал, приехал в Израиль. Через 3 месяца пребывания там начал снимать документальный фильм для израильского телевидения. Фильм был о истории русской церкви на Ближнем Востоке. Фильм этот получил первый приз на Всемирном фестивале телевизионных фильмов в Голливуде. И, в общем-то, 40% жителей Израиля видело его при первом показе по телевидению. В общем, там я понял, что Израиль маленькая страна. Сейчас, кстати, все это изменилось, и Израиль стал больше по населению, и многое изменилось. Но тогда практически было бесполезно снимать хорошее кино в Израиле, для него просто не было зрителей. И поэтому старались снимать плохое. Кроме того, я понял, что я приехал из страны,
за железным занавесом, ничего о окружающем мире не знаю. А мы, молодые израильтяне, окружающие меня, все учились в Лондоне, в Нью-Йорке, в Голливуде. И, в общем, знали жизнь гораздо лучше, чем я. Я понял, что надо уезжать куда-то туда, где я смогу приобщиться к мировой культуре действительности. И после некоторых недолгих размышлений я понял, что это место Нью-Йорк. В Нью-Йорке я так себе и положил, что я знал, что года 3-4 надо на изучение жизни и языка, иначе ничего не снимешь. И так оно и получилось. В общем, где-то через 4, почти 5 лет я снял тот фильм, который вы только что видели. Перед ним было много других проектов, которые не нашли финансирования. И прямо перед этим небом был фантастический сценарий «Sweet 16», который я написал, и на который уже были первые деньги. Мы начали искать актеров. Вот только что виденный вами Боб Брейди, который играет самого себя, профессора актерского мастерства, он был нашим кастинг-директором. Он начал искать для нас актеров для этого фильма. И ища этих актеров мы познакомились с огромным количеством людей, в большинстве его учеников, поскольку он преподавал сразу и в институте, и у себя дома. У него собиралось каждый день огромное количество его учеников просто на обед. Была эта компания очень интересная, связанная с кругами Энди Уорхола и прочими интересными кругами того времени. И, в общем, настал момент, когда инвестор, который дал деньги на все это, на начало работ, пригласил одного из крупнейших директоров картин, как называется там и называется сейчас, я думаю, везде, продакшн-менеджера. Тот прочел сценарий и сказал, что ни при каких обстоятельствах никто не сможет снять этот фильм за $500 000. А это именно та сумма, на которой мы планировали это делать. Инвестор поверил больше этому продакшн-менеджеру, чем мне, естественно, кто был такой человек, только что приехавший из России, вообще никогда не снимавший американское кино. И картина остановилась. А я, значит, понял, что я могу рассчитывать в данный момент в моей жизни только на $500 000, и нужно написать такой сценарий, который легко запустится в эту сумму. И в этот момент практически была группа людей, в основном учеников Боба, включая самого Боба и его окружение, поскольку мне хотелось снять такой фильм, который бы сочетал крайнюю фантастичность и театральность с крайним реализмом. Поэтому идея была такая, что я напишу такой сценарий, в котором я использую характеры своих друзей, и они будут играть сами себя, и многие факты из их жизни будут использованы. Энн Карлайл была среди этих друзей. Более того, она уже к этому моменту писала сценарий вместе с моей женой. Моя жена, с которой мы вместе уехали из России, в момент, когда мы уехали, она кончала сценарный факультет в ГИКа. Она была моим ассистентом, и так и осталась как бы на всю жизнь моим ассистентом и продюсером. Вот. И Нина в этот момент написала сценарий о женщине, которая не может достичь оргазма, и не будучи рожденной в Америке, сомневалась в качестве своего языка и позвала Энн помогать ей. Ну вот Энн просто приехала вместе с нами, и каждый вечер они обсуждали все эти вопросы женского оргазма, а я слушал во время обеда. И в этот момент у меня и возникла идея фильма «Жидкое небо». А Энн Карлайл, кроме того, что она училась на художника, и потом и на видео, и на актрису в одном из лучших институтов американских, она действительно была вот тем человеком, который показан в фильме. Она была моделью, членом первого New Wave модельного агентства. И они были крайне популярны. Как портрет мы были обвешаны все станции Subway в Токио, например. Были популярны по миру. Все они вот в шоу исполняют как раз в фильме, исполняют все члены этого агентства, а представляет их готовность и вот создатель этого агентства, известный художник Михи Карцев. Практически, то есть все, кто заняты в фильме, как бы играют сами себя. Энн Карлайл, когда я ей предложил писать сценарий так, чтобы была использована ее личная жизнь, многих это оттолкнуло бы, Энн, наоборот, эта идея очень понравилась.
И таким образом вот возник этот фильм. У меня было ощущение, когда я его смотрел, что сюжет этого фильма, он даже не играет какую-то основную роль. То есть, по сути, это такое собрание музыкальных феноменов, модных феноменов, культурных феноменов, наркотических феноменов, каких угодно феноменов. И сюжет, он мог бы быть таким, мог бы быть другим, но он не играет основной какой-то роли. То есть это то, что мы видим в фильме сейчас, может быть. Так ли это было по вашей задумке и как вот складывался этот пазл? Да, моя мысль была именно такая: собрать все как бы легенды времени, все легенды эпохи вместе, и поэтому нужно было придумать такой сюжет, где бы все эти элементы сплелись. Поэтому, пожалуй, на работе с сюжетом это были единственные моменты, когда у меня были какие-то конфликты сцен, потому что мне необходимо было придумать такой сюжет, который бы все включал. Степень фантастичности и надежности этого сюжета не играла для меня роль. Важно было все это сплести вместе. Я следила за реализмом того, как это может в действительности произойти в этих кругах. Ну, в конце концов, мы нашли, так сказать, пути удовлетворить оба фронта. Ее сторона мне была очень важна, потому что я не хотел никаких... Я хотел, чтобы фильм действительно был реалистичным, его бы принимали герои. Так оно и случилось, он был очень замечательно принят. В этом как бы и был трюк. Позже, значит, даже в научных книгах писали, что это классический образец постмодерна. Но я в тот момент, когда мы начинали работать над этим фильмом, даже такого слова постмодерн в моем словаре не было. Ну, вот то, что вы говорите, как бы вторичность сюжета и важность того, что обыгрывается там и как обыгрывается, это, конечно, да, это качество постмодерна. В качестве какого-то своего бэкграунда вы описали мастерскую Льва Кулешова, вы описали Центр научфильм. Что еще стояло конкретно, какие еще референции, какие еще вдохновения стояли конкретно за работой над этой картиной? То есть сегодня мы, естественно, считываем такие культурные феномены или контркультурные феномены, как там Дэвид Боуи, «Новая волна» и так далее, и так далее. Что конкретно еще, на что вы опирались? Очень, мне кажется, сегодня очевидным отсылка к такому странному советскому киножанру поздних 60-х и 70-х годов, наверное, поправьте меня, если я где-то не прав, режиссеров вроде Ричард Викторов и вообще вот вся вот эта советская такая научная фантастика. Что еще было? Знаете, этого я ничего не видел. И в Америке критики все говорили, что прежде всего их бросает связь с американской научной фантастикой 50-х годов. И они очень удивлялись, когда я им говорил, что только благодаря этим их статьям я начал смотреть эту фантастику. Когда я делал «Liquid Sky», я ни одного из этих фильмов не видел. Надо сказать, что все висит в воздухе. Кстати говоря, это любимая фраза Кулешова была, что обезьяна ловит мух из воздуха. Когда его спрашивали, он ли изобрел киноязык, или там или Эйзенштейн, или Гриффит, он говорил, что нельзя найти изобретателя, а обезьяна ловит мух из воздуха. И так оно и есть. Все это висело в воздухе, по всей вероятности. Моя задача была уловить то, что в воздухе висит. А что, кроме таких киноотсылок, что еще висело в воздухе, вот из музыки, да, чем вы вдохновлялись? Музыкой как бы мне вдохновляться было труднее всего, потому что такой музыки не было. Вот. Я очень любил, я вообще очень люблю, считаю, что музыка крайне важна в кино, и пока у меня не зазвучит в голове, я даже не знаю просто, как снимать фильм. Ну, мне всегда нравился Эйзенштейн, его работа с Прокофьевым. Для меня священные фильмы Феллини «СМИ народ». А вот, пожалуй, как бы мне и хотелось, чтобы был как бы какой-то отзвук феллиневской музыки по своей наивности, цирковому качеству, но по содержимому, по глубокому меня содержанию, она, конечно, должна была быть совершенно другая. Мне казалось, что для такого фильма музыка обязательно должна быть электронной, причем ее электронность должна быть подчеркнута, она должна быть примитивно электронной. А тематический материал может быть, так сказать,
так же, как и изобразительный материал фильма, должен давать какие-то ассоциации на много разных вещей. Поэтому я подыскивал какие-то темы в самых разных источниках. Вообще ассоциации для меня были важны. Вот когда вы говорите влияние, может быть, Иван Грозный из Эйнштейна — это одно из самых первых моих главных влияний, именно потому что Эйнштейн меня научил строить. У Эйнштейна сюжет, в общем-то, не имеет значения. Он имеет значение, но он такой же ассоциативный элемент, как все остальные элементы. Даже значение сюжета можно прочесть по-разному, потому что он дает кучу разных ассоциаций. Все остальное дает опять разные ассоциации. Интересно, что я вот в данную минуту пересчитываю «Моя жизнь в искусстве» Станиславского. Кажется, меньше всего может иметь отношение к чему-либо. И он пытается объяснить, почему был такой гигантский успех «Чайки», что он с Чеховым нового принес в театр. И он говорит именно об этом. Пишет, что сюжет не имеет значения. Все пытались ставить из Чехова сюжет, а сюжет не имеет никакого значения, имеет значение отдельные элементы, как они работают. И эти элементы, как утверждает Станиславский, все из разного стиля, из разных миров. Одни реалистические, другие символические, третьи импрессионистические. Именно игра с этими элементами, их сочетанием создает эффект. Я читал эту книгу раньше много раз, сейчас почему-то мне захотелось перечесть, я с удивлением прочел это заявление Станиславского, потому что это было сильно и до Мейерхольда, и до Эйзенштейна, и, в общем-то, вот эта идея соединения элементов. Наверное, в этом великая сила Чехова, и поэтому он остался после Шекспира самым популярным драматургом в мире, потому что он внес эти современные элементы. В действительности, то, что говорит Станиславский, это же постмодерн. Отсюда можно перекинуть мостик к визуальной, к изобразительной структуре фильма, к тому, как складывается изображение. Вы говорили про Стэнли Кубрика. Да, Стэнли Кубрик, очевидно, был среди моих идолов и остается. Что видно? Ну, во-первых, на меня произвело огромное впечатление «Механический апельсин», когда я его увидел. И это влияние просто невозможно избежать. Но главное, внутренняя линия Кубрика, как бы, он тоже работает на ассоциациях, и он никогда не дает ответа ни на один вопрос, только задает вопросы. Это, по-моему, и есть главная суть искусства. В большинстве фильмов Кубрика, я думаю, даже во всех фильмах Кубрика, практически очень трудно понять концовку, потому что непонятно, куда он ведет, что он хочет сказать. Он заставляет людей думать. И также все остальные его элементы, они наводят на много разных вопросов, но не дают ответа. Поэтому в «Жидком небе» это очень четко проведено на всех уровнях. Меня часто спрашивают, что же случилось с Маргарет. Умерла она, улетела в другие миры. Что с ней в реальности случилось? И я всегда отвечаю, я не знаю. Я мог бы дать много разных ответов, но я их в действительности не имею. Я не знаю. В том, что я этого не знаю, и есть в каком-то смысле ключ к фильму. И так можно сказать про много других элементов этого фильма. Дикое количество ассоциаций, которые далеко не все замечают. Не только зрители, но и даже многие участники. Это, в общем-то, не все были обязаны знать, почему, например, героиню зовут Маргарет, а немца из Германии зовут Иоганн. Те, кто поймут, что это референс к Фаусту, и начнут тогда искать в сюжете референс к Фаусту, будет очень правы, поскольку это так задумано. Там множество таких вещей в фильме. И у меня была такая теория, может быть, основана именно на изучении Эйзенштейна, что чем больше, что режиссер должен вложить много значений в свой фильм. Но если он вложит, скажем, 3 разных значения, то это даст ключ к самосозданию других. Тогда фильм будет иметь 1000 значений. Разные зрители будут разные значения в нем находить. Вот как бы это после того, как вышло «Жидкое небо». Ко мне обращались многие люди с толкованиями, которые мне раньше не приходили в голову. Но я действительно с ними совсем не соглашался, потому что я действительно вижу, что все это правда, эти толкования там можно найти. Последнее, может быть, что я хотел от себя спросить, это вот
нами сегодня здесь, или, по крайней мере, может быть, мной, может быть, кто-то в зале разделит это мнение, фильм выглядит таким посланием из 1982 года и выглядит, простите за банальность, такой капсулой времени, и ее нарочитый примитивизм очень хорошо считывается как стилистическая задумка. Как ваш фильм смотрели в разных странах в момент его выхода, и как складывалось восприятие впоследствии, то есть как его смотрят в последние годы, потому что вы упоминали, например, там показ в Австралии, еще где-то. Я предполагаю, что с выпуском отреставрированной копии география показов сейчас только увеличится. И интересно, как фильм воспринимают в разных странах, как воспринимали его раньше, в 80-е годы, и как воспринимают его сейчас. Да, это очень интересно. Надо сказать, когда мы начинаем делать фильм, ну, нельзя предсказать, как будут смотреть фильм. Надо сказать, есть такой Бен Беренхольц, который создал ночные киносеансы, вообще сделал, практически он открыл как дистрибьютор Дэвида Линча и братьев Коэн. В общем, этот человек как бы считается главным специалистом в мире по культфильму. Когда был написан сценарий «Жидкого неба», он был нашим другом совершенно вне зависимости, как бы даже идеи не было связи того, что мы пишем с этим, просто мы с ним дружили, и поэтому он был первым, кто прочел сценарий. И когда он прочел сценарий, он сразу задал мне вопрос: «Слава, у меня такое ощущение, что ты планируешь создать как культфильм». Я сказал: «Да, в общем-то, да, я планирую». На что Дэвид сказал: «Это совершенно невозможно. Я тебе говорю, как главный специалист в мире по этому вопросу, никто задумать не мог сделать по заказу культфильм. Этого не бывает. Культфильм просто случается сам по себе». И я сказал: «Ну что делать? Я как бы об этом не думал. Просто вот я такой фильм задумал. Посмотрим, что будет». Вот мы посмотрели, что будет. Значит, фильм вышел, и сразу, в общем-то, тоже длинная история, как мы его прокатывали, потому что совсем не просто дешевый фильм прокатать так, чтобы зрители пришли. Надо найти способ привести первых зрителей. Ну, в общем, с приключениями это в конце концов получилось, и начался ажиотаж. Некоторые думают, что это панки, но панков действительно не так много, как кажется некоторым. Панки могли пересмотреть в Нью-Йорке фильм за несколько дней, все существующие там панки, а за неделю тоже, точно. И тем не менее, значит, билеты были проданы все время, и это производило сильное впечатление на людей. Люди приходили, снова становились в очереди. И фильм шел в Нью-Йорке почти 4 года в одном кинотеатре без перерыва. Потом то же самое повторилось в Бостоне и в Вашингтоне. В общем, это феномен. Мы никогда не занимались никакими рекордами Гиннесса. Вообще даже не слышали, что этим можно заниматься. Я уже в России потом узнал, что, оказывается, в России это очень модно заниматься рекордами. Но я думаю, что время проката «Жидкого неба» в этих американских кинотеатрах был рекорд, который до сих пор не перейдет. Я не видел, чтобы какие-то другие фильмы шли по 4 года. Причем через 4 года, когда его убрали из кинотеатра, он сделал такие же сборы, как в начале почти. То есть его можно было не убирать на протяжении многих лет. Просто кинотеатр имел обязанности, договора с другими фильмами, они просто не могли больше держать этот фильм. Вот такая была история. Потом он пошел по миру, такой же успех был гигантский в Германии, в Японии. В Германии я видел на Берлинском фестивале зрителей. Там действительно был гигантский успех. Но фестивальный зритель — это фестивальный зритель. В обычном прокате я не был в кинотеатрах ни в Японии, ни в Германии. Канада, Австралия. Я называю те страны, где действительно все рекорды были побиты. И из Германии наш прокатчик писал, что ни один фильм в Германии, насколько он помнит, не имел такого успеха. Значит, на меня фильм вышел в Лондоне одновременно с Лондонским фестивалем. Поэтому я там был, и меня фотографировали, мои фотографии были в газетах. В один вечер мне позвонил один критик английский, писатель, который уже стал моим другом к тому моменту, и сказал, что вот происходит некое новое явление, которого нигде еще в мире нет, и хочу, чтобы ты посмотрел.
явление – это то, что позже назвали рейв. Огромное количество зрителей, несколько тысяч, собиралось любителей рок-н-ролла, да, собиралось в неожиданных местах, где-то на окраине, в заброшенных заводах, в общем, в странных заброшенных местах. И там устраивали рок-н-ролльный концерт. Попадали туда, покупали билеты только те. То есть это распространялось между друзьями. Не было официальных афиш, никакой рекламы. Это как бы тайно создаваемый концерт. И вот он меня позвал на такой панковский концерт. Это была окраина Лондона, руины, вообще страшное место. И на этом заводе собиралась толпа панков. Причем это таки были все несомненные панки с гривами, с булавками в ушах и прочее, прочее. Приехала полиция и закрыла этот завод. Они не пускали зрителей туда, поскольку не потому, что рок-н-ролл запрещен, а потому что там продавали алкоголь, а лицензию организаторы не сделали. Хотели это без официального разрешения продавать алкоголь. И поэтому концерт запретили. Ну, я думал, что я сейчас увижу битву, как мы много слышали про подобные битвы в Англии. Но в действительности полицейские схватили двух самых активных, бросили их в машину, и после этого толпа мрачно стала расходиться. Когда толпа расходилась, они повернулись, значит, от этого здания к концу толпы, где как раз стоял я с моим другом. И когда, идя нам навстречу, они почему-то начали меня узнавать. Оказывается, они уже знали мое лицо по фотографиям в газетах. Я был окружен гигантской толпой панков. И они начали меня благодарить. Все это было очень неожиданно для меня, потому что, как вы понимаете, сам я был из Советского Союза, из Израиля. Даже мои ближайшие сотрудники, как Энн Карлайл, были, в общем-то, из интеллигентного круга, и вообще американские панки в каком-то смысле были уже художественным явлением, подражанием. Реальные панки находились в Англии, которые действительно создали это движение, которые его начали. Поэтому как понравится фильм английским панкам, для меня был очень серьезный и волнующий меня вопрос. И вот эти реальные панки меня окружили, благодарили, и мы с ними провели в каком-то там ночном рабочем баре всю ночь. В общем, с моей точки зрения, это было самое прекрасное общение со зрителями в моей жизни. Я до сих пор вспоминаю эту ночь как большое событие. А второе событие был первый просмотр «Ликвидской» в Москве. В Москве это был 89-й год. Это был первый год, когда на Московский фестиваль были приглашены все мигранты из разных стран и иностранные любители русского кино. В общем, открытие фестиваля было в Георгиевском зале Кремля, и я видел там всех своих американских, израильских и прочих друзей. Вообще это было мистическое событие. И вот, когда мы приехали, в один из первых дней в Москве ко мне подошел один из организаторов фестиваля и сказал, что, слушайте, ваш фильм хотят, очень попросили в одном киноклубе в центре города. Можем мы его им дать на вечер? Они очень хотят показать. Я говорю, а кто там зритель? Говорит, он говорит, ну, не знаю, это обычный киноклуб, кинолюбитель. Я говорю, ну ладно, давайте попробуем. Мне было интересно посмотреть, как зрители будут смотреть. В общем, дали этот фильм, и приехали мы с ним выступать, вот как сейчас я выступаю. После фильма, сразу как фильм кончился, я пошел в зал, когда шли последний эпизод. Фильм кончился, аплодисменты, но это как бы формальность. И начинают задавать мне... Да, до этого я забыл сказать самое главное. Когда мы входили в клуб, то директор клуба, который нас встречал, я ему задал вопрос, а кто ваши зрители? А он мне на это говорит, ну как кто? Милиционеры, многие друзья из КГБ. Что он говорит? Ну это же клуб милиции, понятно. В общем, мой этот самый организатор-проводник побледнел, я вижу. Что меня тогда привело. Меня хватил страх, что меня сейчас будут вообще на сцене линчевать. И вот, значит, я стою на сцене, поднимается молодой человек в толпе. Там никого в форме не было. Они все были без формы, кто милиционер, кто что, я не знаю. Поднимается молодой человек и говорит, вот вы сказали перед этим фильмом
вы говорили там в прессе уже, что никогда не думали, что этот фильм покажут в России, что его могут видеть в России, что действительно его. Во всех интервью американских меня спрашивали, будут ли показывать фильм в России, и я всегда отвечал, что, конечно, нет. Во-первых, потому что я иммигрант, во-вторых, в России не показывают фильмы на такую тему, и в-третьих, если бы даже разрешили, то все равно не знаю, как его перевести на русский язык. Вот. Ну вот все это произошло, значит, 89-й год. Фильм показывает, и этот милиционер, вставший в зале, говорит: я не понимаю, почему вы это говорите. Я вообще не понимаю, почему этот фильм этот американский. Это же про нашу жизнь, говорит. И вот в таком духе выступали все остальные. Это тоже на меня произвело огромное впечатление. Ну, а дальше прошло с тех пор больше 35 лет, как минимум. Фильм каждый год показывают на каком-то фестивале, каждый год происходят какие-то показы, и на каждом показе почти всегда проданы билеты, и всегда толпа народа. Сейчас вообще должен сказать, что с годами зрители становились лучше и лучше, на мой взгляд, потому что в 1983 году не все понимали, так сказать. Были даже такие высказывания, что это незадуманный смех там, что это случайно получилось, а в действительности хотели серьезный фильм сделать. В общем, не все понимали юмор. Сейчас на всех просмотрах, на которых я был, понимают каждое слово, именно так, как оно было нами задумано. Публика абсолютно воспринимает фильм стопроцентно. И это мне очень нравится. И каждый раз приходят новые люди. Вот сейчас в Нью-Йорке, в общем-то, вообще очень трудно для такого старого фильма найти место. Моя идея все время была, что фильм может иметь новый прокат. Такая идея Диснея, что рождается новое поколение, но поскольку Дисней делает для детей, в каждом новом поколении дети будут опять хотеть смотреть, и поэтому фильм надо выпускать заново каждые 7 лет. Ну, я думал, что неплохо попробовать выпускать его заново. Оказалось, что все прокатчики хотели все время права последние годы на «Жидкое небо», но все они имели стандартное мышление, что ну вот один показ для критики сделаем в кинотеатре, а потом будем продавать DVD. Мне это не нравилось, я отказывался от всех прокатчиков, пока я не нашел таких прокатчиков, которых, в общем, у меня сохранилась большая степень контроля над тем, что будет происходить дальше. Ну и вот, например, в Нью-Йорке в кинотеатре фильм продержался 4 недели, каждый день, на многих сеансах. Я должен сказать, что я не знаю ни одного другого старого фильма, который бы имел бы месяц проката в Нью-Йорке. Это уникальная ситуация. И так вот он идет сейчас по стране и за рубежом. Я каждый день несколько приглашений принимаю из разных мест. Хочу вам сказать, что я смотрю вашу картину каждые 8 лет примерно, и она каждый раз приобретает новое качество. А сейчас я ее посмотрела в таком, извините, дискурсе. Как помните, Кубрик сказал, господи, кто «Звездные войны», я волнуюсь, поэтому забываю. Лукасу сказал, что с успехом «Звездных войн» американское кино упало в ужас коммерции. И вот теперь я вижу, что вы как матрицу сделали этот фильм давно еще, и вы задали эту матрицу, где высмеяли все вот эти вот штампы, политкорректность и так далее. Но это надо, конечно, быть тонким человеком, и я рада, что тут молодежь, которая видела впервые, и она поняла вот этот вот, кольцо, круг, который прошла культура с 80-х, когда они, видимо, родились, и до сегодняшнего времени. Увидимся в Нью-Йорке. Обязательно. Диля, должен вам сказать, что вы каждый раз заново смотрите каждые 7 лет, потому что вы наверняка и молодеете каждые 7 лет. Спасибо. А в остальном спасибо, конечно, Ник. Вы, конечно, слово, как не было слова постмодерн современно, так же не было и слова политкорректность. В общем, я думаю, что основные проблемы в обществе, к сожалению, сохраняются. Вот я тут вспомнил, что писал Станиславский в «Моей жизни в искусстве», и, как ни странно, даже во времена Станиславского, в начале 20 века, уже практически многие те проблемы, которые есть сегодня, существовали почти в той же форме. Все повторяется. Здравствуйте, Слава. У меня как раз вопрос. Почему так оказалось, что вы стали режиссером одного фильма? Почему не было никакого дальше продолжения?
Вот. И чем вы занимались все эти годы, и что планируете делать дальше? Я как раз один из тех немногих зрителей, которые видели этот фильм в 80-м каком-то году. Тогда он, конечно, произвел впечатление бомбы. Сейчас, конечно, все это воспринимается куда спокойнее. Но, тем не менее, достаточно мощно. Вот, спасибо. Ну, я должен вам сказать, что я человек упрямый, может быть, неправильно, я не хочу делать плохое кино. После гигантского успеха «Жидкого неба» меня приглашали на все студии в Голливуде, и к моему великому удивлению не хотели слышать никаких моих других идей, они хотели, чтобы я сделал что-то такое же, как «Жидкое небо», но только чтобы менее шокирующий, как бы, понимая, что это путь в никуда, никакого успеха не будет. Был такой вице-президент на студии Warner Brothers, который в течение 2 лет звонил мне каждую неделю, опять требуя, чтобы я сделал позитивный панковский мюзикл о любви с хорошим позитивным концом, который бы кончался свадьбой. Сколько я ему не объяснял, что такое сделать нельзя, это будет абсолютная ложь и провал, он меня не понимал. Потом я написал сценарий, до сих пор не поставленный, под названием «Берлин», о отношениях русских и американцев в Берлине 1945 года. Мне казалось очень важным. Кстати говоря, сценарий не поставлен до сих пор, и сегодня опять кажется очень важным. Вот. И послал этому вице-президенту. Вице-президент ответил мне историческим письмом. Он написал: сценарий замечательный, но Warner Brothers not in the business of the Second World War movies, то есть не занимается фильмами про Вторую мировую войну. Вот. Но с тех пор уже они как бы изменили свое мнение, сняли некоторое количество фильмов про Вторую мировую войну. Вот что я пытаюсь сказать, «Жидкое небо» действительно была гигантская удача. Удача это была в том смысле, что мне удалось это сделать точно так, как я задумал. Обычно это очень редко, если ты делаешь фильм, отличающийся от стандарта, это редко случается. Я был очень успешен в Советском Союзе. Мои научно-популярные фильмы показывали там на открытиях партийных съездов, давали призы и прочее. Потом я уехал в Израиль, сразу снял самый успешный документальный фильм, опять пользовался большим успехом. Но все эти фильмы, которые у меня были успешны, самых разных жанров и в разных странах снятые, имели одну общую черту. Они были сняты точно так, как я хочу снять. Как только я начинал идти на какие-то неизбежные компромиссы, ничего интересного не получалось, потому что моя сила именно в том, чтобы делать отличное. Поэтому я вот в Голливуде от всех требований идти на компромисс в смысле приближения к стандарту я всегда отказывался делать. Поэтому я ничем другим, кроме кино, в общем-то, не занимался. Но были моменты, когда я писал для радио. Кстати, для «Радио Свобода» я работал очень долго. Но в основном я снимал все время. Снимал заказные фильмы, снимал документальные, снимал рекламу, снимал клипы. И после «Ликвидска» я снял достаточное количество полнометражных фильмов. Например, все они были американские, но многие на русскую тему. Например, снятый с американскими звездами фильм «Бедная Лиза», по «Бедной Лизе», который снимался в России, получил в России две главные на русских фестивалях премии: «Гранатовый браслет» и на «Кинотавре» получил премию за режиссуру. В общем, другой мой фильм тоже сильно автобиографический, «Перестройка», был снят сравнительно несколько лет назад, в нем тоже играли американские звезды. Мюррей Абрахам, которого многие считают вообще чуть ли не лучшим актером всех времен, снят в Москве, прошел в Америке достаточно успешно. Не стал таким культовым, я думаю, по той простой причине, что мне так хотелось снять эти фильмы, что я шел на компромисс. Потому что те шокирующие элементы, которые нужны были в этих фильмах, делали невозможным финансирование. Я шел на компромисс, старался удовлетворить всех. И в результате вот вы видите, вы даже про эти фильмы не знаете.
Я очень хорошо это понял, что на такие компромиссы идти нельзя, нужно делать точно как хочешь, или не делать совсем. Вот поэтому я очень редко в последнее время делаю фильмы, готовых сценариев и идей, на которые я глубоко уверен, что они имели бы такой же успех и остались бы во времени, как, точно так же, как «Жидкое небо». Я просто не сомневаюсь, вот тот фильм, который был назван «Перестройка», он, в общем, не про перестройку, там перестройка фоновой как бы, материал. Он точно, если бы его не пытались сделать таким, чтобы он как бы нравился всем, и он и нравился, всем критикам нравился, публике нравился, однако культовым не стало. Вот если бы его делал точно так, как хочу, так, чтобы он шокировал многих, тогда бы он стал бы культовым фильмом. Вот до сих пор через все годы у меня остается эта мечта встретить таких финансистов или продюсеров, которые бы захотели сделать фильмы именно так, как я их задумал. То есть интересная параллель напрашивается с судьбой Квентина Тарантино, который тоже изначально выбрал схожую тактику, насколько я понимаю. Тактика, я делаю такой фильм категории B, B-movie, но при этом именно через жанровую вот такую подачу я стараюсь делать artist film, то есть такой как бы очень, очень собственный, да, фильм, очень сделанный по собственным правилам. Но из-за того, что он прибегал к жанру, к жанровой структуре, то это позволило охватить огромное количество зрителей. В общем-то, сейчас вряд ли нам стоит сильно углубляться в историю Тарантино, но, в общем, я думаю, что очень ему с моментом повезло. Важно сделать правильный фильм в правильное время. И ему с этим повезло. После гигантского успеха он уже мог контролировать ситуацию. Потому что если бы у него не было такого гигантского успеха, ему бы не удалось сделать все свои фильмы дальше так, как он их задумал. Это я просто знаю фактически. Вот ныне ставший жертвой Харви Вайнштейн, который был... Если бы его не было бы Тарантино, не было бы очень многого в мировом кино. Но этот самый Харви Вайнштейн, который финансировал большинство фильмов, арт-фильмов последних, скажем так сказать, 20 лет, этот же Харви Вайнштейн сказал где-то, я слышал своими ушами, он сказал, что вот как плохо, что Тарантино имеет полный контроль над фильмом. Если бы Тарантино не имел контроль над фильмом, он бы вырезал из этого фильма самые шокирующие сцены, и тогда бы у него было бы вдвое больше зрителей. Это настолько неграмотное, с моей точки зрения, заявление. Если бы он вырезал у Тарантино шокирующие сцены, у него бы не было бы зрителей вообще. Потому что сначала идут, я могу даже из истории про небо привести кучу примеров, как это работает. Потому что я смотрел, как зрители смотрят и что они дальше делают. Я это изучал все. Если бы не было этих шокирующих моментов, не было бы гигантского успеха среди первых зрителей, которые приводят всех остальных зрителей. В общем, режиссеры знают, что они делают. В общем, как бы я за свободу творчества режиссеров. Вы же не вносили сейчас вот в эту отреставрированную версию никаких перемен, ни в монтаже, ни в каких сценах, ничего. То есть это монтажно абсолютно та же картина, то есть просто отреставрированная. Правильно? Совершенно верно. Точно такая. Я даже не вносил те изменения, которые хотелось бы внести, потому что они были вырезаны из первого варианта, как бы не возвращался к первому кадру, что, может быть, когда-нибудь и будет сделано. Но здесь это была реставрация, кстати говоря, это было, и мои условия, и условия прокатчиков, которые принципиально считают, что нужно реставрировать фильм точно таким, каким он был. Ничего нового. И, в общем-то, я, так сказать, то, что он при этом получился и капсулой времени, это тоже составная часть. Кто-то увидит что-то, что не зависит от времени, кто-то увидит, что капсула времени. Естественно, кино как бы 7-минутное искусство. Практически вообще нету таких фильмов, которые бы можно было бы выпускать во всей истории кино, которые можно было бы выпускать через много лет, и они бы имели такой же успех, как первый раз. Кино, к сожалению, кино устаревает. Но в какой степени он устаревает, и сколько зрителей остается, это вопрос. Мы сейчас работаем над Liquid Sky 2. Я не знаю, будет он или не будет, потому что, в общем-то,
многие годы подряд мне это предлагали делать, и я отказывался, потому что я не знал, как его делать. Вот, как правильно здесь было замечено, нынешние времена как очень сильно напоминают 80-е годы. И, может быть, поэтому мне наконец пришло в голову, как это делать. И, возможно, мы это сделаем. Моя задача делать в том, что сегодня тогда Ликвидская поражала и шокировала. Сегодня кино, рассчитанное на массового зрителя, шокирует, может быть, больше, чем «Жидкое небо» тогда. Поэтому сегодня надо делать фильм следующий, который шокировал не меньше, что совсем непросто в сегодняшний день это сделать. Но я думаю, я знаю как. Насколько вы были вот в музыкальную культуру того времени вовлечены, в субкультуру вообще? Или у вас какие-то консультанты были вот на эту тему? Потому что по тем временам как бы все было очень так актуально. Слушал музыку, конечно, тогда, но я никак не был близко вовлечен, я не был. Это мои как бы были мечты. И, в общем-то, музыка сделана была точно, как я хочу. Все композиторы отказывались писать, когда я объяснял, что я хочу. И потом последний из композиторов, с кем я работал, Татьяна сказала: мне кажется, ты знаешь слишком хорошо, что ты хочешь. Ты должен сам писать музыку. И тогда я решился с их помощью писать сам. В общем-то, это было воплощение того, что я хотел, гораздо больше, чем влияние вокруг. Хотя я, естественно, слушал, что вокруг происходит, и знал. И мне это нравилось. Были какие-то группы, которые нравились больше, какие-то меньше, но, в общем-то, я был достаточно знаком. Вы сказали, что в начале 80-х общались с Энди Уорхолом. Хотелось бы узнать, с кем еще из знаменитых, выдающихся людей того времени вы общались? Может быть, имена каких-нибудь художников, поэтов, музыкантов? Со многими приходилось общаться, но вот вспоминать каждый, так сказать, я не знаю, вопрос, дружил с кем-то. С Энди Уорхолом было очень прямое общение. Вот тот проект Sweet 16, который был до «Жидкого неба», который не случился, в нем была написана роль специально для Энди Уорхола. Я придумал эпизодический персонаж, хозяин магазина искусственных цветов. У него был монолог о том, что там героиня девушка-робот, у которой механическое тело и реальная голова. И, значит, поэтому она приходит в этот магазин и восхищается этими искусственными цветами. И этот хозяин магазина, которого должен был играть Энди Уорхол, произносит монолог о том, что все искусственное лучше реального, и поэтому Сезанн всегда писал искусственные цветы, потому что они никогда не вянут, и не любил реальных цветов. Ну, Энди очень понравился этот монолог, он тут же согласился играть. Вот я видел его один раз в жизни, мы с ним поговорили, и он согласился играть. Было много других таких встреч со многими людьми. Например, в том самом фильме «Берлин», который так никогда не был снят, хотел играть Максимилиан Шелл. Мы с ним провели день, говорили, он тоже задавал мне вопросы, близкие к тем, которые задаются сегодня. Там был уже полный подбор музыки, песен. Он не мог понять, как я мог найти все эти немецкие песни, как я мог сделать такой потрясающий подбор музыки. Вот. Естественно, я встречался с очень многими людьми. Я просто это говорю к тому, что известно, что Энн Карлайл снималась до «Жидкого неба» вместе с Жан-Мишель Баске, там, после «Жидкого неба» с молодой Мадонной, с начинающей. Вот вы не видели людей такого уровня? Может быть, именно их? Видел я, конечно, людей всяких таких. И Энн Карлайл не снималась, Доля Крицкая, она снималась только в собственном фильме «8-миллиметровом». Все остальное, что вы говорите, было после Крицкой. Ну, «Даунтаун» вроде 81-го года, то есть он раньше вышел. Я не знаю, о каком фильме вы говорите, не может быть 81-го года, она снималась только в своем 8-миллиметровом фильме. Ну, может быть, я ошибаюсь, интернеты путают. Может быть, даты путают, да, это бывает. Ну, я до этого в России снимал многих знаменитых людей, которые, некоторые из них даже не были тогда знамениты. А когда первый эхо перестройки
началось с того, что актеры и режиссеры стали ездить в Америку из России. Тогда никаких контактов практически не было у меня в течение многих лет. И вот так, а я был единственным, кто снял в Америке кино из русской миграции. Поэтому каждый, кто приезжал, я им показывал Нью-Йорк. Практически нет ни одного знаменитого русского деятеля искусства, которому бы я не показывал Нью-Йорк, с которым бы я не общался тогда. Некоторые стали друзьями, некоторые нет. Был даже как бы один, я бы сказал, комический момент в этом плане. Мой друг, преподаватель истории театра Белл Гордон, как-то позвонил мне и сказал, что он в Париже на съезде там, по теории Станиславского познакомился с какими-то людьми, которые занимаются Станиславским, которым бы он хотел очень показать там какой-то документальный фильм. У меня есть проектор, может он привезти их ко мне домой, показать этот фильм. Я был уверен, что он говорит о каких-то французах или старых русских эмигрантах. Он привел этих людей. Пришел пожилой человек с двумя дамами, видел прежде всего у меня на полке стоят кассеты. А я должен сказать, моя любовь к старому русскому кино сохранилась у меня в Америке. И я с трудом гигантским доставал старые советские фильмы. Это был не просто старых дистрибьюторов, которые когда-то во время войны показывали фильм. Не просто было найти. Вот он зашел, и первое, что он увидел на полке, стоит «Встреча на Эльбе». Он говорит, что у вас «Встреча на Эльбе», а я, говорит, там играл. Я говорю, как вы могли там играть? Кого вы там играли? Я говорю, кого? Главную роль. Я говорю, как? Там Владимир Давыдов играет главную роль. Так я и есть Владимир Давыдов. И вот то, что я его не узнал, и в общем, как бы я должен был за это заплатить, потому что человек очень переживает, что его слава прошла. Я привел его на Брайтон-Бич, и его сразу начали узнавать. Это было такое счастье. Мы стали просто друзьями на «ты». Я приезжал в Москву, встречался с ним, мало. Времени на это не было. Но вот я говорю, такие неожиданные совершенно были знакомства. Здравствуйте, спасибо большое за фильм. У вас безумно прекрасная библиотека. Если честно, это просто, мне кажется, мечта для книжного червя, как я. У меня так... 10% от этой библиотеки. Ой, даже так. У меня такой вопрос, скорее всего, больше по сценарию. Это была некая абстрактная... Два варианта. Это либо был четкий сценарий, прописанный по линии героя, либо это были какие-то чисто абстрактные прописанные мизансцены, и вы готовили диалоги уже на месте. То есть бывают же разные варианты того, как можно построить сценарий. Какой он у вас был? Прямо наоборот. Никакой импровизации в фильме не было и быть не могло. Потому что снимали мы при свете неона, что технически невозможно. Поэтому глубина резкости кадра была несколько миллиметров, актеры просто двигаться не могли, не то что импровизировать. Сценарий был жестко написан, причем, как я уже пытался рассказать, именно конструкция была сделана сначала, а все остальное уже подстраивалось под конструкцию. И практически, то есть мы очень много репетировали с видеокамерой, меняя стиль, там, пробы разные вещи. Во время этих проб была некоторая импровизация, немножко. А вот когда уже мы снимали кино на пленку, никакой импровизации не было, все было точно совершенно расписано, разведено, и так делалось. Спасибо вам, зрителям. И отдельно хотел бы поблагодарить нашу техническую группу, которая обеспечила сегодня бесперебойный скайп-мост. Это блестяще. Спасибо огромное. Я тоже должен поблагодарить, честно говоря, большой комплимент, поскольку это впервые в моем опыте, хотя я делал скайп выступления на разные страны, впервые в моем опыте это сделано все настолько чисто и хорошо.